Хуже этой помады в моей жизни никогда не было. До меня этим кушоном кто-то пользовался. Это худший мой макияж. Набор мусорных кистей. Настолько много подстав, несоответствий и брака. Я заказала косметику с Wildberries с AliExpress, которую никто не покупает. На нее нет отзывов, нет продаж, и я решила стать первой. Да, я решила первая протестировать всю эту дичь, которую до меня никто не покупал. Я не уверена, что это хорошая идея, но сегодня мы проверим, бывают ли реально крутые товары от неизвестных продавцов и неизвестных брендов, и почему же все-таки их никто не заказывает. А пока мы можем попрощаться с моим лицом, запомним его таким. Страшно, очень страшно. Привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Я увидела эту идею на канале Евелинушки, которая заказывала одежду и аксессуары без отзывов на Wildberries. И я подумала, а почему бы мне также не заказать косметику без отзывов, которую, вероятно, никто до меня не покупал. Я максимально не понимаю, чего ожидать от всей этой косметики, к тому же я заказывала все из достаточно бюджетного сегмента, то есть сегодня будут все продукты не дороже 1000 рублей. И меня это еще больше пугает. Ладно еще попробовать какие-то супер дешевые штуки с ВБ, на которые дохренища отзывов, которые куча народу уже купила, все их протестировали. Но сегодня мы шагаем в полную неизвестность. Пацан к успеху шел, но наступил в говно. Сегодня у меня на обзоре будут тени и цветные подложки, кушоны и различные продукты для макияжа лица, набор кистей, лайнер, серьги и 2 очень на вид прикольные помады. Я пока еще ничего из этого не открывала, но уже сейчас, смотря на коробочки, я вижу, что это не совсем то, что я заказывала. И некоторые вещи на данный момент вызывают у меня просто массу вопросов. Но перед тем, как начать уничтожать мое лицо, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. Давайте начнем мой макияж с тона, и у меня сегодня есть вот такой BB кушон. 0 покупок, 0 отзывов. Конечно, сразу хочу похвалить упаковку, потому что помимо картонной упаковки, он был запакован и в пупырку, и вот в такой пакетик со штрих-кодами. И если бы не мятая коробка, то выглядело бы все действительно дорого-богато. Ну, в смысле, как нормальная косметика. BB кушон крем от бренда Le Maila. И тут у меня уже начинаются вопросы. Очень странно, что внутри коробка уже с кучей каких-то потертостей. И я уже вижу на ней отпечатки пальцев, и, кстати, не факт, что это мои. С обратной стороны коробка тоже грязная. Очень странно, что коробка уже с потертостями, хотя по факту она была в 4-й упаковке. И внутри у нас... О, господи, это что? Изнутри заляпано зеркало. Вы посмотрите, оно очень грязное. Блин, кто этим пользовался? Я реально этот продукт только что открыла. Там просто подтеки воды, пыли и какая-то грязь. Помимо заляпанного зеркала в комплекте вот такой красивый спонжик с логотипом, с ленточкой. Спонж выглядит реально прям так красиво, люксово. Нет, я беру свои слова назад. С обратной стороны спонж тоже грязный. Там какие-то мелкие шерстинки, точки и грязь. И спонж достаточно сильно воняет. Может быть, конечно, это воняет само средство. Давайте попробуем его открыть. Господи, оно грязно даже здесь. Максимально угарно видеть эти 10 степеней защиты, учитывая, что средство тут уже по краям вытекло и все в каком-то дерьме. Ладно, я так понимаю, что это надо открыть. Сейчас как выдерну чеку. Ладно, давайте скажем спасибо за то, что он был хотя бы закрыт. Внутри такая губка, и не везде средство распределено равномерно, и здесь прям очень хреновое качество. Видео с распаковкой самой дешевой косметики с Wildberries у меня был похожий кушон, и он мне, кстати, очень со временем зашел. Так что у меня все же на этот кушон есть хоть какая-то надежда, хотя пахнет он обувным клеем. Что-то у меня складывается такое ощущение, что сегодня я буду блистать. Ну, вернее, не я буду блистать, а моя рожа будет блестеть. Ладно, из плюсов он достаточно легко наносится. Блин, ну это вообще пипец. Конечно, кушон с Wildberries за 100, как ни странно, понравился мне намного больше, потому что от него рожа так не блестит. В принципе, ожидать какого-то офигенного перекрытия не стоит, потому что все-таки это BB крем. Еще такое ощущение, что этот кушон, он вообще не закрепляется на лице. Ну, как бы ты просто почешешь лицо, и вот тут у тебя уже полоса образовалась, но это вообще никуда не годится. Ставлю этому кушону 3 из 10. Пожалуй, оставлю его, чтобы замешивать с какими-то матовыми тональниками. Но использовать только этот кушон на все лицо я, пожалуй, больше не буду. Сейчас карточки многих товаров уже удалены.
Я даже не могу посмотреть информацию о том, что я заказала. Теперь переходим к консилеру. Я нашла на Wildberries вот такой лот. Это консилер от бренда MOA Makeup Academy. Что-то я уже от этого бренда пробовала, по-моему, в ролике про косметику из финского фикс-прайса. И, насколько я знаю, это что-то европейское. Хотя нет, сделано оно все равно в Китае, хотя в Европе оно продается. В чем прикол? Прикол в том, что их два. То есть на Wildberries продаются сразу две штуки. Причем по цене одного. По крайней мере, я прочекала, что один такой консилер в Финляндии стоит около 500 рублей, а на Wildberries можно взять 2 за 500. Сразу скажу, что я жду просрочку, потому что это слишком невыгодно. Притом у этого продавца и подводки были, и еще что-то, и все продается по 2 штуки. И очень ограничен ассортимент, то есть выбора оттенков просто нет. Срок годности Срок годности тупо вообще нигде не написан. Я вот просто зуб даю, что это просрочка. И их мне действительно пришло 2, второй я оставила в Питере, потому что зачем мне 2? Ну, пахнет, кстати, нормально. Пока что на вид выглядит как реально нормальный обычный консилер, то есть никаких претензий у меня к нему нет, все достаточно качественно. На данный момент я, правда, ничего плохого не могу сказать, ну, консилер как консилер. Правда, лицо у меня с ним блестит, я не знаю, блестит это консилер или тон, вероятно, и то, и другое. Вообще, вполне вероятно, что это не какая-то супер редкая косметика, которую никто действительно никогда не покупал. И здесь у нас просто какие-то товары, которые один из продавцов просто взял, закупил и только выложил. Ну, по крайней мере, эта мысль меня хоть как-то греет. И хочется верить, что не все так плохо, хотя на данный момент все достаточно печально. Next step — это контуринг-стики от бренда Diaoni. 3D Hyghuigt Contour Stick. Люди, которые знают английский, подскажите, что значит Hyghuigt. Beauty 3D Highlighting Contour Stick. Там даже были целых 2 оттенка на выбор, но причем здесь хайлайтер я не понимаю, потому что вроде бы это жидкий контуринг. Ну ладно, допустим. Тут даже есть схема, как его наносить, но схема очень сомнительная. По этой схеме нам предлагают нанести контуринг куда-то вот сюда. Проверять я его, конечно, не буду. О боже мой, какой ужас. Выглядит он как будто из набора детской косметики, просто отвратительное качество. Я даже не помню, когда я в последний раз встречала настолько убогую на вид косметику, мне кажется, никогда. Спасибо, что здесь сверху есть крышечка, мне это чем-то напомнило крышечку от дезодоранта. И сам оттенок максимально какашечный. Ставлю 10 из 10 по говенной шкале. На коже выглядит достаточно темным. Тушевать его нам советовали спонжем. Слушайте, ну, по-моему, контуринг реально достойный, несмотря на его убогую упаковку. Спонжем тушуется замечательно, не быстро сохнет на лице, потому что иногда бывает нанесешь, и пока там что-то говоришь, уже контуринг застыл. При этом стоил он вообще копейки, ну, типа 200 или 300 рублей. Очень хочется как можно скорее припудрить лицо, потому что все ужасно блестит, но пудры у меня нету, поэтому возьму свою. А, блин, я совсем забыла, что я еще заказала сережки. И я подумала, а почему бы нет, уж больно дешево они стоили, и тут уже одна сережка наружу просится из пакета. Надеюсь, там ничего не поломалось. У них тоже не было ни отзывов, ни продаж. Я была, походу, первой. И, кстати, на вид сережки очень даже прикольные. Нет никаких острых концов, как это частенько бывает у такой дешевой бижутерии, а стоили они типа рублей 150. Сами они достаточно большого размера, я люблю большие серьги. Серьги просто пушка, выглядят офигенно. Хочу их сразу надеть. Вообще выглядит шикарно, мне очень нравится. Единственный нюанс то, что в пакетике была всего одна вот эта штучка силиконовая. В принципе, для меня это не проблема, потому что я обычно эти штуки не использую, но все же за это минус 1 балл. Но все равно они выглядят великолепно. Они относительно легкие и комфортные. Немного такой вайб 2018-го, когда эти глаза были в моде и они были вообще везде, но в принципе пофиг. Сейчас увидела, что тон на коже выглядит очень плохо, особенно здесь в районе носа очень стали заметны шелушки и вообще это все выглядит отвратительно. Короче, кушон это полный отстой. Пора приступить к макияжу глаз, и конечно же для глаз я заказала целый набор кистей. В этом наборе с AliExpress целых 6 кистей, и стоили они всего 150 рублей. Это вообще какой-то полный ноунейм, но я не знаю, почему никто до меня не покупал эти кисти, потому что по формам они выглядят максимально рабочими. Каждая кисточка к тому же упакована в индивидуальный пакетик, и на первый взгляд кисти выглядят очень качественно, нигде не торчит ворс, очень аккуратная у кистей форма. Интересно, ждет ли нас какой-то подвох с этими кистями, потому что пока мне все очень нравится.
нет, мне не нравится. Это жесть. У этих кистей очень жесткий ворс, как будто это шерсть с кабана. Ой, вот эта кисть вообще на конце прям острая. То есть она об кожу никак даже не сгибается. Если бы ворс был мягкий, то это был бы просто идеальный набор кистей для теней. Но сейчас это просто идеальный набор, чтобы выбросить его сразу же после этих съемок. Этот ворс просто царапает кожу. Единственное, для чего можно использовать такие кисти, это для макияжа губ, для каких-то жидких текстур. Почесать глаз еще кистью можно, очень удобно. Короче, тени будут осыпаться, растушевать тени будет очень сложно, и только для жидких текстур это можно адекватно использовать. А если вы хотите не попадаться, как я сегодня, и научиться выбирать хорошие кисти, то у меня есть целый огромный и подробный ролик, посвященный кистям для макияжа. Здесь представлены вот такие формы кистей. Это просто ненавистная моя кисть-бочонок с острым концом, которая очень жесткая и плотная. Кисть для бровей, 2 кисточки типа для нанесения и растушевки теней, и еще 2 плоские кисти. Короче, набор мусорных кистей. Надеюсь, что хотя бы подложку этими кистями можно будет нанести. Я огромный фанат жидких цветных подложек под тени. У них огромное количество преимуществ, потому что тени на них не скатываются, они придают стойкость макияжу, а также делают цвет более насыщенным и глубоким. Недавно я заказала хайповый китайский набор от бренда Handaiyan. Стоил он всего 600 рублей на Wildberries, и в комплекте было 6 оттенков жидких теней, причем самые такие ходовые. И мне этот набор очень зашел, крутые подложки, на них офигенно держатся тени, а вот этой голубой штукой я рисую себе брови. И на Алике я нашла новые подложки, которые я пока ни у кого нигде не видела. Отзывов на него не было, и до меня его еще никто не покупал. И я подумала, что подложек много не бывает, а в этом наборе как раз много цветов, которых еще в моей коллекции нет. И стойкий, и водостойкий. Вот такая колхозная коробочка с нарисованными блестками, как будто мы вернулись с вами в нулевые, где там Пэрис Хилтон со стразами на жопе ходит. Выглядит как неведомая хрень с рынка. Stage Dazzling Makeup. Поцелуй Кайли. Честно, я не понимаю, почему один бренд смог запариться, выпустить такие красивые голографические удобные тюбики. Они тоже были в достаточно презентабельной упаковке. И самое тупое, что вот этот набор стоил 600 рублей, а вот за этот я отдала 1000. И я сразу вижу, что с этим набором что-то не так. Найдите одно отличие. Почему у меня здесь 2 абсолютно одинаковых фиолетовых? Здесь должен быть темно-синий, прям под мои волосы, но его нет. То есть мне снова попался брак. Ладно, в принципе, у меня уже есть 2 одинаковых консилера, и к ним в коллекцию походу пойдут 2 эти банки одинаковых фиолетовых теней. Но я очень сильно разочарована, потому что больше всего этот набор я хотела из-за синего. Упаковки тоже выглядят достаточно дешево, и я очень сильно зла, потому что то, что мы получили за 1000 рублей, но это вообще ни в какие ворота не годится. Ой, воняют они клеем. На конце у них удивительно, но вот такая кисточка, которой сразу можно рисовать стрелки. Ну и если брать на руке, пока что по ощущениям это что-то совсем не пигментированное и очень сильно вонючее. Хочу сделать растяжку из розового в голубой через фиолетовый. Но у меня также есть еще и обычная палетка теней. И на одном глазу я буду пробовать эту палетку с подложками, а на другом глазу без. В принципе, эти кисти хотя бы подходят для жидких продуктов, на этом спасибо. Я не знаю, дело вот в этой штуке или в кисти, но у меня сейчас происходит вот такая ситуация. Как вы это объясните? Я не знаю, как это объяснить. Разве что я могу сказать, что это просто самые худшие подложки в моей жизни. И все, я никак не могу перекрыть это пятно. Здесь на стыке цветов у меня тоже образовалось пятно, и в складочке уже появилась трещина. И подложки должны как раз таки бороться с тем, чтобы вот в этой части не было никаких проблем, и тени не трескались, не скатывались. Но здесь у меня просто нет слов. Я потратила 1000 рублей. Я потратила 1000 рублей на вот это дерьмо. У меня просто нет слов. Это худший мой макияж. Следующая на очереди палетка теней от бренда Miss Lara. Как вас зовут? Лара Крофт. Та-дам! Это вот такая палетка Midnight с буквой М, которую я нашла на Wildberries. Я думаю, что всем очевидно, что эта палетка это паль на косметику Beauty Bay. Скажу честно, я не люблю паль. То есть дешевые китайские палетки окей, но если это копия, то я стараюсь это не покупать и не поддерживать. Они тут даже буковку М замутили, типа логотип Beauty Bay. Beauty May.
Аромат дешевых китайских теней с Wildberries. Обожаю. Короче, очень много лет я мечтала о вот этой палетке Beauty Bay, которая с фиолетово-синими цветами. И в итоге, недавно я захожу на сайт и вижу, что их сняли с продажи. И когда я увидела вот эту палетку на Wildberries, я подумала, ну, в принципе, раз я ту большую не купила, могу позволить себе палетку с Wildberries. Очень стильно выглядит на фото то, что палетка с обратной стороны прозрачная, но здесь же мы видим какой-то ужасный, просто лютый... Не знаю, как это назвать, но, короче, выглядит плохо. Короче, если сделать так, что тени спереди будут выглядеть красиво и прозрачно, то сзади они будут выглядеть все равно убого. Ой, ля, за что мне все это? От оригинальной палетки от Beauty Bay она отличается упаковкой и формой, но по сути цвета достаточно приближенные, только мне кажется, что здесь они достаточно блеклые. Ну, короче, вообще какие-то никакие. Ну ладно, давайте уже сделаем свотчи. Боже, что это за ужас? Пигментация просто вышла из чата. На свотчах, помимо того, что матовые оттенки, в принципе, еле заметные и очень плохо пигментированы, сияшки это еще больше кошмар, потому что они вообще нормально не наносятся. Конечно, по наполнению палетка классная, и там много красивых цветов, которые можно сочетать между собой, но это заслуга Beauty Bay, а не этой говенной палетки. Самое обидное, что та большая палетка от Beauty Bay недавно снова появилась в продаже. Напишите мне в комментариях, если вы покупали палетки от Beauty Bay, стоит вообще заказывать или не стоит, насколько они хороши. Потому что после того, как я посвочила эту хрень, я поняла, что я все еще хочу палетку с Beauty Bay. Удивительно. Вообще, я сегодня хотела сделать красивый креативный макияж с Cut Crease, но я не уверена. Я не уверена, что у меня вообще получится сделать то, что будет называться макияжем. Я очень много набираю на кисть, чтобы передать хоть немного цвета. А что же у нас будет на стороне без подложки? Ну, такое. Абсолютно не яркие тени. Я их наношу вбивающими движениями, чтобы хоть немного у меня был какой-то цвет. Теперь я хочу нанести вот этот синий темный оттенок. Не, знаете, кисти никуда не годятся, это полный пипец. Может быть, удастся нормальными кистями этот макияж хоть как-то вывести, но это не точно. Очень плохо тени тушуются между собой на подложке. Без подложки, казалось бы, чуть лучше, но тоже не особо. Приходится очень много теней друг на друга наслаивать. Теперь добавлю лиловый оттенок. Даже элементарный разбеленный голубой оттенок очень жестко сыпется, хотя обычно такого у меня никогда не происходило. Да уж, вот вам и косметика без отзывов. А, простите, а что с лиловым оттенком? Он вообще где? С третьего раза лиловый появился. Отлично, спасибо. Ну и мне уже смешно, потому что сейчас мы будем наносить фиолетовый. Да, дерьмовенько, что еще могу сказать? Теперь такой кисточкой поменьше нанесу фиолетовый на нижнее веко. Кисть царапает тени. Beauty Bay, который я заслужила. В принципе, мне даже немного удалось нанести тени так, чтобы они казались яркими, но проблемы с тушевкой и пигментацией просто налицо. Что вот это такое? Вы меня, конечно, извините. И вообще-то тут у меня была растяжка в розовый, но куда она делась? Я пыталась сделать хоть что-то, у меня не получилось. Тени ужасно выглядят на обоих глазах, и на подложке, и без подложки. Они ложатся пятнами, неравномерно. Они нормально не тушуются. И они у меня осыпались на весь нос. Вот здесь у меня тени, на губах, на подбородке. Везде у меня эти гребаные тени. Напишите в комментариях, что можно сделать с этой палеткой, как ее можно как-нибудь весело уничтожить, потому что я настолько сейчас зла. Я хочу мести. Очень хочу с ней что-то сделать нехорошее. Я просто возьму плоскую кисть и подчищу вот здесь границу, чтобы была ровная стрелочка. Может быть, это хоть как-то спасет ситуацию. Вот, кстати, чтобы такие штуки делать, эта кисть идеально подходит. Например, когда надо глаз на жопу натянуть. Подождите, я так разозлилась от этих теней, что забыла нанести еще сатиновые тени. Может быть, это и к лучшему, но давайте все же попробуем воспользоваться вот этим голубым оттенком. Ну, в принципе, мы ничего не потеряли, потому что он просто никак не наносится. Причем это самый яркий оттенок вот из всех сатинов, который был в этой палетке. Так, ну хотя бы в уголок глаза, где не было никаких теней, это получилось нанести.
Помимо того, что большинство этих продуктов дерьмовое, эту косметику было очень сложно найти. Потому что, когда ты заказываешь что-то популярное на Wildberries или на Алике, первым тебе вылезают всякие хитовые продукты, которые миллион раз заказаны, то, что в топе продаж. И приходилось очень много и очень долго перематывать страницы, чтобы найти хоть что-то. Но, с другой стороны, я очень рада, потому что большинство продуктов из сегодняшнего видео так и должны оставаться где-то в самой жопе, чтобы никто их никогда не покупал. Я попробую исправить всю эту ситуацию и хочу сделать небольшую стрелочку. Для этого я заказала на Wildberries такую подводку от Lucky. У меня была точно такая же подводка с AliExpress. Тут с одной стороны штамп со звездочкой, с другой стороны обычная подводка-маркер. И в своем недавнем ролике с расхламлением косметики я эту подводку с AliExpress выкинула, потому что она уже 2 года как перестала рисовать. Насколько я помню, Lucky считается детской косметикой, при этом очень дешевой. Но, как ни странно, у них периодически попадаются разные годные вещи. Но учитывая, что Lucky бренд максимально бюджетный, эта подводка обошлась мне в 400 рублей. То есть это нормальный прайс на нормальный лайнер в магазине. Не успела я открыть подводку, я уже успела все вокруг обосрать. Не очень люблю маркеры, но в принципе он рисует достаточно тонко. О, и звездочка тоже хорошо выглядит. Иногда бывает так, что стрелки и правда спасают ситуацию. С обычными, пусть даже и большими стрелками, маркер на удивление справился и ничего ни разу не забилось. И определенно подводку от Lucky я могу вам советовать. Хоть что-то у нас с вами сегодня нормальное. И теперь я хочу отпечатать звездочку, потому что тут я уже ляпнула немного тушью. Ух ты, прикольно. Она отпечаталась идеально. Да ладно. Обычно у меня со всеми подобными маркерами была одинаковая проблема, потому что звездочки плохо пропечатывались. И приходилось всегда эти звездочки маркером дорисовывать. Но то, что я вижу сейчас, наконец-то у нас с вами что-то нормальное. У меня не было вообще никаких ставок на эту подводку, но у меня получилось исправить ужасный макияж. Но единственное, что меня напрягает, это простая математика. Точно такой же маркер на Алике стоит 90 рублей. Есть ли смысл переплачивать, я не знаю, но я просто максимально уверена, что обе эти подводки сделаны в Китае, и обе они просто чуть ли не с одного завода. Теперь я хочу сделать яркие голубые брови, и я планировала сделать их вот этими голубыми жидкими тенями. Но видеть мои глаза их больше не хотят. Давайте попробуем кисточкой для бровей нанести вот эти тени. Мне очень нравится эта кисть для бровей. Я знаю, это звучит максимально странно после того, как я засрала все кисти. Она по жесткости просто идеальная, ей можно рисовать супер тонкие линии, и такой кистью я определенно буду пользоваться. И оттенок теней тоже себя показал более-менее адекватно. Кстати, лайнер к тому же оказался водостойкий, потому что я сейчас еле смыла его с руки. Чего не скажешь о подложках, которые очень быстро смылись, и слава богу. А говорили, что будет waterproof. И в этом макияже мне не хватает сияния, и, конечно же, хочется добавить хайлайтер. И это такой формат китайских и корейских хайлайтеров, который серебряный, и в нем огромное количество блесток. Пока что упаковка выглядит достаточно плохо. Вот эта дурацкая странная форма мне напоминает либо детскую косметику, либо игрушки из песочницы. Отдает таким вайбом детского мира. Чубао Зилан или Бэд Зилан, короче, Годзилан. Внимание, вопрос, почему тут написано, что это палетка хайлайтеров? Он здесь один! Я один здесь нахуй! Ну, конечно, внутри очень даже красивенько. О, сколько блесток! Также нанесу его под бровь. И хочу добавить немного блестяшек в наш макияж, потому что как-то уж больно он тускло выглядит. В принципе, на коже хайлайтер выглядит более-менее. Достаточно сильно он сыпется. И, к сожалению, как частенько бывает, вот эти все красивые переливающиеся блестки, они только на верхнем слое. То есть, когда весь верхний слой во время использования снимется, там будет просто самый, что ни на есть, обычный белый хайлайтер. И не скажу, что он прям топовый. Кстати, если вам нравится мой контент, мои обзоры и то, чем я занимаюсь, вы всегда можете внести разовый донат на Boosty на новые обзоры. А еще подписывайтесь на мой Telegram, если хотите следить за моей жизнью, потому что там я бываю намного чаще. Не забудь подписаться на мой канал и поставить колокольчик, потому что у меня много полезного контента. Ну а мы приступаем к макияжу губ. А у меня сегодня целых 2 невероятно интересных помады. Помада MCD Trend Color в красно-коричневом оттенке. Кстати, стоила она всего 140 рублей. Это стойкая жидкая матовая помада. Упаковка достаточно простая, но в принципе за такую цену вполне себе неплохо. Давайте сначала...
У меня есть один огромный вопрос к цвету этой помады. Давайте сравним цвет на моей руке и тот оттенок, который я заказала. В отличие от оттенка на картинке, здесь мы видим самый обычный банальный винный оттенок. Цвет вишневого дня. Помада на руке высыхает, в принципе, она реально матовая, но я ожидала увидеть какую-то кирпично-красно-коричневую историю, а не очередную помаду винного оттенка. Давайте попробуем на губах, но я уже очень недовольна. Не очень удобный аппликатор. Я нанесла помаду в 2 слоя, и, в принципе, оттенок выглядит очень даже красиво. К сожалению, на губах помада немного плешивит, и она очень сильно сушит губы. Такое ощущение, что я просто на губы нанесла кучу пудры. Да, матовые помады часто сушат губы, но не настолько сильно. На руке помада вообще не отпечатывается, но я не успела ее нанести, как в центре губ уже образовалась вот эта вот некрасивая полоска. Ну и теперь, как обычно, я обязана эту помаду проверить на стойкость, поэтому пойду что-нибудь пожру. Ну, после еды на губах осталось вот это, ну и здесь у меня отпечаток от стакана. В принципе, помада более-менее, наверное, 6 из 10 я ей поставлю, но она очень сильно отличается от того, что мы видим на картинке. Произошло наебалово. Но он хотя бы подходит под этот макияж, в отличие от следующей помады, потому что следующая помада зеленая. Долгожданный затест темно-зеленой, невероятной, красивой матовой помады. По-моему, какие-то подобные цвета были у Джеффри. Опять же, меня не может не радовать упаковка, потому что тут, ну, правда, запарились. Еще бы сюда немного стиля и современности добавить, и было бы вообще класс. Ну ладно, мы-то с вами оцениваем не упаковку, а саму помаду. Помада от бренда Хания. Только почему-то тут написано, что это липглосс. Писос. Так много вопросов и так мало ответов. Я не знаю почему, но когда я заказывала дешевую косметику, мне почти всегда приходили, ну, нормальные товары. И они были похожи на то, что на картинке. Но с товарами без отзывов явно сегодня прослеживается какая-то хрень, то, что постоянно приходит что-то да не то. Флакон, конечно, прям такой царский и красивый. И здесь тоже на флаконе написано, что это липглосс, и я очень надеюсь, что это какая-то опечатка. Ну, потому что на фото помада максимально матовая. Просто, ну, а нахрена мне зеленый блеск? Кстати, обе эти помады на запах очень мне напоминают помады от Alien. И я эти жидкие матовые помады очень люблю. И такой запах мне немного внушает доверие. Как вам такой результат? Из плюсов очень удобный аппликатор, которым безумно удобно прочерчивать контур губ. Из минусов все остальное. У меня нет слов, насколько это трэш. На картинке это что-то матовое, полностью перекрывающее губы, а по факту это просто какая-то полупрозрачная хрень, которая к тому же еще и не стойкая. Мне кажется, чтобы добиться такого же эффекта, как на картинке, эту помаду надо раза 3 наслаивать, чем мы сейчас и займемся. Кстати, наслаивается она тоже плохо. Лучше не стало. Знаете, я не буду вам скидывать ссылки на товары, которые я показывала в сегодняшнем ролике, ибо я не уверена, что они не вызовут аллергию или еще чего похуже. И я не хочу перед вами нести ответственность за какие-то непонятные продукты, в которых я сама максимально не уверена. Я снова очень зла. Нам обещали жидкую, стойкую, матовую помаду, блин. Из всех этих описаний эта помада действительно жидкая. Но вот насчет другого у меня есть сомнения, потому что толстый слой на губах у меня просто не просыхает уже 10 минут. Это просто мусор. Хуже этой помады в моей жизни никогда не было. Тени выглядят ужасно. Видны большие проблемы в тушавке. Куча проплешин и скатываний в складках. Это из твоей шерсти кисти делали? Мускат, твои кисти. Из тебя сделаны, из твоей шерсти? Ну, хоть для чего-то эти кисти подошли. В очередной раз за сегодня меня обвели вокруг пальца и прислали мне какую-то полную, неведомую дичь. Я никак не думала, что будет настолько много подстав, несоответствий и брака. Даже если сравнивать это с обзором всякой дешмани с ВБ, там все равно были какие-то годные позиции. Но тут у меня нет практически ни одного продукта, который полностью соответствовал бы своему описанию и устроил бы меня максимально по качеству. Даже, блин, сережки пришли без одной закрывашки. Надеюсь, что это видео научило и меня, и вас читать отзывы на косметику. Покупали ли вы когда-нибудь косметику без отзывов? Делитесь своими историями в комментариях, а на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.